5 ноября 1987 года рейс АЭ-200С-18 неожиданно исчез с радаров над Арктикой в один из самых суровых зимних дней. На борту в тот день находилось 190 пассажиров и членов экипажа, каждый со своей историей, надеждами и мечтами. Последнее сообщение от командира воздушного судна было получено в 23:45. Отчаянный крик о помощи, прервавшийся на полуслове, попали в сильную турбулентность, высота 10 тысяч метров, отказ первого и четвертого двигателей, запрашиваем экстренное. Связь внезапно прервалась, оставив после себя лишь эхо неразгаданной тайны. 7 поисковых самолетов и 3 ледокола провели 450 изнурительных часов в безрезультатных поисках. 40 лет тайна оставалась погребенной подо льдами, словно охраняемая самой природой, пока, наконец, в феврале 2024 года военный спутник случайно не обнаружил металлический объект, скрытый во льдах Северного полярного круга. Тревожные снимки, полученные со спутника, показали неестественную форму в толще льда, заставив экспертов усомниться в природном происхождении аномалии. Доктор Джеймс Варди готовился к этой экспедиции 15 лет. Каждый день был посвящен одной главной цели – найти рейс АА-200С-18. Его команда представляла элиту полярных исследователей. 12 техников, 3 врача и группа специалистов по работе со льдом дополнили основной состав, создав идеально слаженный механизм для самой сложной экспедиции в их карьере. Лагерь развернули с военной точностью. За 18 часов установили 6 термоизолированных жилых модулей, смонтировали 3 спутниковые антенны и запустили 2 дизельных генератора. Техническое оснащение казалось способным противостоять самым суровым условиям арктической пустыни. Холод пронизывал каждую металлическую деталь, словно проверяя, способна ли техника работать в царстве вечного льда. 4 дрона-разведчика, оснащенные экспериментальными радарами глубокого сканирования, за первые 48 часов составили детальную трехмерную карту ледового массива площадью 5 квадратных километров. В редкие минуты передышки операторы дронов хмуро переглядывались, прекрасно понимая, подо льдом скрывается сцена настоящей трагедии. На рассвете третьего дня погодные условия стали настоящим испытанием. Термометры показывали минус 42 градуса. Ветер усилился до 19 метров в секунду, а видимость упала до 100 метров. Казалось, что сама арктическая природа сопротивляется вторжению людей, создавая непреодолимые барьеры. Рано утром оператор дрона заметил первые признаки металлической конструкции. Вскоре наземная группа достигла указанной точки и увидела хвост самолета, выступающий из-под льда. Радар показал, что фюзеляж уходит в толщу льда на 27 метров. Извлечение самолета стало настоящим инженерным подвигом. Была задействована уникальная система контролируемого оттаивания. 20 тепловых элементов, размещенных по периметру раскопок, плавили лед со скоростью 4 см в час. Каждые 15 минут компьютер пересчитывал нагрузку на ледяную структуру. 8 гидравлических опор удерживали стенки, предотвращая обрушение. Это была не просто техническая операция, а настоящая битва человека с арктической стихией. В моменты, когда лед трещал, звук напоминал гром, и у каждого замирало сердце от страха перед возможной катастрофой. Через несколько часов первая группа исследователей проникла внутрь самолета через аварийный выход над левым крылом. Температура в салоне держалась на уровне минус 38 С, превращая внутреннее пространство в идеально сохранившуюся капсулу времени. Каждый исследователь был экипирован с максимальной предосторожностью: 2 баллона с кислородом и тепловизор последнего поколения. Вдоль прохода лежали обрывки сумок и перчаток, словно чьи-то руки в последний момент пытались уцепиться за исчезающую надежду. Следующие находки буквально парализовали команду. Замерзшие чашки с кофе на откидных столиках, будто время остановилось в миг катастрофы, раскрытые журналы на сиденьях, страницы которых застыли в вечном мгновении детская кукла в проходе между креслами, безмолвный свидетель трагедии. Каждый предмет был не просто артефактом, а частью человеческой истории, замороженной во льду. Один из инженеров не смог сдержать слез, увидев открытую детскую книгу с коряво нарисованными домиками. Перед глазами сразу встало лицо его собственной дочери.
В носовой части обнаружились первые свидетельства отчаянной борьбы за выживание. В бизнес-классе пассажиры соорудили временное убежище из спасательных жилетов и чемоданов, настоящий памятник человеческой изобретательности перед лицом неизбежной гибели. На переборке нашли календарь с пометками, последняя дата – 22 ноября 1987 года. Дневник стюардессы Мэри Паркер, найденный в кармане кресла, содержал подробное описание первых 17 дней после катастрофы. Из дневника следовало, что из 190 человек первую ночь пережили только 72. Капитан Дэвид Харрисон организовал строжайшую систему рационирования – 100 грамм пищи и 200 мл воды на человека в день. Бортовой врач Джон Митчелл оказывал первую помощь 23 раненым, используя 6 аптечек и подручные материалы. Каждый бинт, каждое лекарство могли означать разницу между жизнью и смертью. Дневник описывал, как при минус 50 С даже небольшая царапина превращалась в опасную рану, а единственная упавшая капля воды на одежду могла стать смертельным приговором. Неожиданно работу экспедиции прервал громкий треск льда. Сканеры зафиксировали движение крупного объекта неподалеку от места раскопок. Сквозь густую метель команда разглядела огромную белую медведицу высотой почти 3 метра, настоящего арктического гиганта. За ней следовали 2 медвежонка, по размеру напоминавшие взрослых волков. Роберт Уолт мгновенно задействовал 4 акустических отпугивателя, настроенных на частоту 35 Гц. Однако медведи повели себя неожиданно. Самка методично обследовала периметр раскопок, принюхиваясь к каждому новому элементу оборудования с первобытной осторожностью и любопытством, но не представляя угрозы для людей. Между тем, научная экспедиция продолжала свою напряженную работу. На 12-й день раскопок команда, наконец, достигла грузового отсека. Температура опустилась до минус 54 С, вызвав сбои в 2 основных гидравлических системах. Поздно вечером произошло внезапное смещение ледяной плиты весом около 80 тонн. Лед раскололся со страшным грохотом, едва не поглотив одного из спасателей, но команда успела вытащить его за капюшон, и все же 6 человек оказались зажаты между нестабильной стеной льда и открытым пространством. В этот критический момент медведица, находившаяся поблизости, увела детенышей в сторону, освободив людям путь к спасению. Словно некий высший природный инстинкт сработал точнее любой человеческой стратегии. Черный ящик вскоре нашли на глубине 24 метров. Несмотря на сильные повреждения корпуса, накопитель данных почти не пострадал. Расшифровка записи показала драматическую картину последних секунд полета. В 23:42 самолет попал в зону экстремальной турбулентности, температура за бортом моментально упала до минус 64 С, вызвав мгновенное обледенение двигателей. Это привело к их отказу, а перегрузка на высоте 10 тысяч метров сделала восстановление контроля невозможным. Пилоты до последнего пытались стабилизировать лайнер, однако возникший в условиях турбулентности гидродинамический срыв стал фатальным. Эксперты пришли к выводу, что необычная погодная активность в ноябре 1987 года, включавшая резкие перепады температур и сильные воздушные потоки, сыграла решающую роль в катастрофе. Перед отъездом команда собрала колоссальный массив данных. 853 фотографии высокого разрешения, 150 часов видеозаписей, терабайт информации с сенсоров и радаров. Черный ящик содержал 2 часа 26 минут записей переговоров экипажа и технических показателей. Исследование рейса А-217 внесло значительный вклад в понимание опасности полетов в экстремальных широтах. Результаты экспедиции побудили пересмотреть правила эксплуатации самолетов в условиях полярных регионов. Разработанные на основе данных с рейса технологии должны предотвратить множество аварий в последующие десятилетия. Тайна рейса А-217 наконец была раскрыта, но сколько еще секретов хранят эти безмолвные льды? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.